Дорогие друзья, совсем недавно стартовал наш новый проект «Бандероль Петроша». Этот проект очень поможет начинающим спиннингистам, а профессионалы в нем найдут большую экономическую выгоду. Все подробности вы можете узнать, зайдя на наш сайт fanatic.com.ua. Рыбалка с Юрием Петрошем. Сезон ловли с лодки, к большому сожалению, хотим мы того или нет, закрыт. Но еще есть открытая вода, и мне, как заядлому спиннингисту, хочется покидать спиннинг хоть где-нибудь. Сегодня я выбрал недалеко от города Днепропетровск искусственный водоем. Это такой небольшой ставочек. Здесь, по рассказам, есть судачок, есть щучка. Мне когда-то удавалось здесь быть, уже не помню, может 3, может 4 года назад, вот так, еле-еле я помню. Сегодня нас ждет береговая рыбалка. На этой рыбалке я, конечно же, хочу поймать несколько рыб и хочу протестировать приманку, которая запланирована к выходу в 2018 году. И, на мой взгляд, тестирование приманки должно происходить вот именно в таких трудных условиях, когда рыба не клюет, когда рыба капризна. Мне вот, если зрители помнят, кто следит за моим каналом, в прошлом году, когда я тестировал Микки Маус, вот удалось поймать те несколько рыб примерно в такое же время года. И, конечно же, мне сегодня, помимо того, что я хочу просто поймать рыбу, хотелось бы поймать именно новинку для того, чтобы эта приманка стала одним из ключиков, которая помогла бы рыболову в любое время года быть с уловом. Но сейчас от слова приступим к делу. Многие рыболовы, особенно те, которые только знакомятся с моим творчеством, просят, чтобы я очень подробно рассказывал о снасти, которую я применяю в том или ином случае. Сегодня со мной будет удилище длиной 2,29 с тестом 2,12. На мой взгляд, это очень универсальная удочка для береговой рыбалки. Она прекрасно работает с такими весами, как 3-4 грамма. И в случае необходимости при сильном ветре или при большой глубине ей также можно работать с весами 10-12 грамм. Шнур на данную рыбалку я использую самый тонкий. Это 0,3 по японской классификации. Катушечка 2500. Приманка, как я говорил уже, это будет новинка, о которой мы поговорим чуть позже. И первый вес, который летит в воду, это 5 грамм. На мой взгляд, вот 5-6 грамм это самый поисковый вес. Но сейчас сделаем первый заброс. Так вот, первый заброс, можно сказать, уже вот завершен. Поклевок не последовало, и это хорошо. Как все мы знаем, рыба, пойманная с первого заброса, удачу не приносит. Сейчас вот уже, можно сказать, начало зимы. Некоторые водоемы уже под коркой льда. Сегодня, конечно, очень повезло с погодой, потому что когда штиль летом, то, ну, скажем так, рыбалка так себе. А вот в холодное время года, когда штиль, когда поклевки достаточно редкие, приносит удовольствие вот сама ловля. Четко видно касание дна, слышно касание дна. Можно делать любую ювелирную проводку, можно уменьшаться до любого веса, хотя вот я не поклонник, но вот в холодное время иногда вот приходится опускаться до 1 грамма. Ловлю я начал с приманки яркого цвета. По классификации фанатика это цвет 0,20, то есть это единственный непрозрачный цвет, такой ярко-салатово-молочный. Его прекрасно видно в любой мутной воде, в прозрачной воде, ну вот такой, как
в начале зимы, в принципе, все водоемы уже с прозрачной водой, он работает больше как раздражитель. Начнем с него как с разведчика. Ну а дальше уже будем двигаться в сторону либо других цветов, либо других размеров. Сегодня, скажем так, я взял новую приманку в 4 любимых цветах. Это даже в 3. Это цвет 004, 008 и 020. То есть это те цвета, которые любят, ну, и большая армия наших рыболовов. Вот. И приманка в 2 размерах. 2 и 2,5 дюйма. То есть это вот те размеры, которыми можно соблазнить вот рыбу любого размера. Начиная там, с окуня 30-40 грамм до 2-3 килограммовой рыбы. А как я знаю, она здесь есть. В 2 словах вот хотелось бы рассказать краткую информацию для начинающих рыболовов, для тех, кто только начинает осваивать ловлю на спиннинг. Как всегда, всем я рекомендовал начинать спиннинг вот лучше всего с ультралайта, с береговой ловли, а не так, как многие рыболовы вот сразу хотят поймать большую щуку, покупают мощный спиннинг, крупные приманки. Сейчас вот попробую объяснить почему. Дело в том, что хотим мы того или нет, какой бы ни был там природный дар у человека, для того, чтобы вот научиться ловить рыбу, нужно какое-то количество часов опыта, чтобы освоить хотя бы минимально ловлю. Естественно, все мы как бы в начале пути ошибаемся, не понимаем, что зачем делать, и только там с поимкой каждой рыбы у нас появляется собственный опыт. Те рыболовы, которые хотят поймать сразу там огромную щуку или там огромного судака, должны четко понимать, что таких рыб на самом деле немного, и учитывая, скажем так, не слишком хорошее отношение к природе, как и недобросовестными рыболовами, так и браконьерами, такой рыбы все меньше и меньше. И поэтому с каждым годом шансы на поимку такой рыбы все меньше и меньше. А учиться и накапливать опыт без рыбы практически невозможно. Поэтому всегда я советую начинать именно с окуня, которого, ну вот, как никакой другой рыбы больше, и пусть его размеры там небольшие, но вот то ощущение поклевки, частота этих поклевок даст возможность любому рыболову вот им научиться работать с рыбой. И после того, как вы научитесь ловить окуня, после этого вы уже сможете ловить любую другую рыбу. Потому что именно окунь – это та рыба, которая ну, в одной точке, ух ты, была поклевочка, которая в одной точке может быть несколько штук. Вот какой-то клюнул, засекся, какой-то просто потрепал вашу приманку. Вы в одночасье начинаете находиться уже в другом измерении, в азарте, работать с этой рыбой, начинаете делать какие-то свои выводы, начинаете понимать, что он там стоял там, на бровке там, или под камышом, или под травой. И у вас в голове начинает прорисовываться картина, как и что происходит там под водой. А то, что касается большой рыбы, это может быть 5-10 рыбалок, если у вас хватит терпения. Одна поклевка в самый неожиданный момент. Вот она клюнула, вот там, если вам повезло, вы ее достали. Никаких выводов особо вы не успеете сделать. И следующая может клюнуть у вас там, через 2 рыбалки, а может через 2 года. Поэтому вот начинайте свою, скажем так, рыболовную карьеру с ловли некрупной рыбы, накапливайте опыт. И в процессе вы поймете, что это вот отдельное интересное удовольствие, которого не стоит себя лишать. Если вы все-таки решили прислушаться к моему совету и начать ловлю именно с ловли окуня, что бы я хотел порекомендовать?
Ну, начнем с простого, со свинца. То есть надо всегда иметь в арсенале грузики, ну, весом от 3 до 10 грамм. Удилище для начинающего я бы тоже советовал, ну, слишком легкое не брать, потому что нет опыта работы совсем с миниатюрными удочками. А вот удилище с тестом 2.10, 2.12, вот будет, пожалуй, в самый раз. Значит, свинец, как я сказал, там от 3 до 10 грамм. Намотать вот можно самый недорогой, но самый тонкий шнур. Ну, как правило, вот из недорогих самые тонкие бывают по японской классификации 0,4. Ну и, естественно, ассортимент приманок, потому что окунь – это та рыба, которая, ну, летом еще может клевать вот на многие приманки, а весной, осенью вот он уже более переборчив. Приманки обычно делятся на пассивные и активные. Для ловли окуня я бы советовал в основном брать приманки размером, ну, средним размером там 2 дюйма. Ну, можно также там 2,5 до 3 дюймов максимум, если мы говорим про какие-то длинные тонкие приманки. Потому что там тот же виброхвост 3-дюймовый, ну, для окуня никак не подойдет, разве что там для окуня там свыше 500 грамм. А вот есть множество разнообразных червей, которые достаточно тонкие и при размере 3 дюйма, ну, являются вполне такой себе окуневой приманкой даже для рыбы там 40-50 грамм. Эти приманки также должны быть как и яркими, так и естественными. То есть естественные цвета — это такие вот коричневые, бледно-зеленые, то есть, ну вот, такого не вызывающего цвета. Также хорошо работают ассортимент разнообразных фиолето-сиреневых цветов. Ну и всегда иметь хотя бы процентов 15 таких вот ярких приманок. Это там ярко-салатовый, ярко-морковный. Они не всегда работают, но бывают моменты, когда вот именно приманки яркого цвета, они, во-первых, выступают как разведчики, когда они именно выстреливают. Причем, опять же, это очень субъективное мнение. Многие считают, что там яркая приманка там для пасмурной погоды. Вот недавно я услышал от одной женщины, что яркие приманки — это для холодной воды. Не существует, на мой взгляд, цвета для какой-то погоды или для какой-то температуры. То есть вот, ну, в любую погоду, при любой температуре может сработать абсолютно любой цвет. От чего это зависит, непонятно. У рыбы не спросишь, но вот эти мифы я как бы разбивал. Значит, лично я считаю, что очень субъективно, что яркая приманка для яркой погоды, темная приманка для пасмурной погоды. Объяснить до конца не могу, но в моей практике вот такой подбор ну, работал чаще всего. Сейчас на этом месте я провел времени, наверное, в 3 или в 4 раза больше, чем этого требовалось, потому что вот я рассказывал, что, как и почему. Обычно каждое место, ну пусть 10 забросов, не больше. Любой хищник в любое время года должен отозваться быстро на любую приманку. Он не обязательно ее должен взять жадно, но вот проявить себя он должен сразу. Поэтому вот если 10 забросов хищник не отозвался, меняйте место. Хоть на 5 метров, хоть на 3 метра отойдите. Но вот нужно менять места. При ловле хищника важно найти рыбу. Поймать — вот это второй вопрос, именно второй. А найти — это вопрос номер 1. Поэтому мы идем искать рыбу.
Рыбалка с Юрием Петрашем. Вот и первая наша рыбка. Это окунек. Вот как раз то, о чем я говорил. Кстати, вот как для береговой ловли окунь приличного размера. Но вот вы сейчас удивитесь, несмотря на то, что как для окуня размер хороший, какие у него следы. Приятель уверял, что здесь щуки нет. Но судя по тому, что находится у него на боку, кто-то здесь есть. Этого горбатого красавца мы, конечно же, отпустим. Что хочется сказать. Вот с самого утра, очень долго не клевало. Намотали мы, приличное количество метров. Но вот этот первый тычок, несмотря на то, что он произошел, спустя достаточно продолжительное время, принес массу удовольствия. Первая поклевка, первая рыба в любой рыбалке приносит удовольствие, но когда она поймана на новую приманку, то удовольствие получаешь еще больше. Отправим нашу новинку опять в воду. Еще один полосатый, буквально после 2 забросов. Этот немножко поменьше, но зато взял жадно. Такой уже он достаточно пузатый. Где наша приманочка? Дадим ей кодовое название «Люкс». Мы ее спрячем. И такого пузатого окунька отпустим. Хочу вам сказать, что вот рыбалка в такое время года, она приносит отдельное удовольствие. Как правило, практически никого нет на водоеме. И вот рыболов имеет возможность раствориться в этой тишине, раствориться в природе. Клюет, как правило, не очень хорошо. И когда происходит поклевка, сразу тогда все внутри вздрагивает, выделяется адреналин. В общем, удовольствие прекрасное. И я сегодня проходил с утра очень долго без поклевок. И сейчас одна рыба, через 2 заброса вторая рыба. Все поменялось. Очень классно. После поимки 2 рыб, достаточно плотно я обработал этот пятачок. Плотно подразумевается, сделал где-то еще 6-7 забросов. Поклевок не последовало. Не обязательно это говорит о том, что там рыбы нет. Скорее всего, она есть. Но есть такое понятие, когда месту надо отдохнуть. Поэтому, если там и осталось пара-тройка окуней, мы к ним обязательно вернемся минут через 15-20. А сейчас пока пройдем дальше по берегу в поисках следующей поклевки.
Вот подобрал нашу приманку. Ну, совсем маленький, но не удержался. Он очень смешной. Вот, не удержался он тоже от нашей новинки. Вот, но мы его очень быстро сейчас отправим подрастать. Сейчас освободим только. Ну, жадно взял. То, что клюет даже рыба такого небольшого размера, для меня это сигнал действительно, что приманка хорошая. Это лишний раз подтверждает то, что ее не пропустит никто. Я думаю, после того, как поклонники нашей торговой марки ее увидят, у них у всех не возникнет сомнения. Сейчас в силу того, что очень много копируют приманок торговой марки «Фанатик», несмотря на их низкую цену, ну, я вынужден ее скрывать. Поэтому наберитесь терпения. А вот у самых ног тоже такой светленький красавчик. Прямо у самых ног. Я вот зашел на чью-то вымостку. Ну, видимо, кто-то сделал из любителей поплавочной ловли. Вот. И у самых ног практически в отвес, так звонко. Классная поклевка. Классный окунь. Такой матросик. Матросик. Оба. Еще один матросик. Вот еще поклевочка. Ну, чего-то не крупного, но судя по тому, что у нас вообще очень-очень, это вот микросудачок. Вот просто микросудачок. Вот совсем малюсенький, просто малюсенький. Щучка, щучка, щучка. И вот и щучка у нас тоже позарилась. Не крупная щучка, ну, оба. Вот она, вот она. Иди, красотка. Так, ну что, дорогие друзья, подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка.
Удалось мне все-таки получить удовольствие, несмотря на то, что очень скучно клюет рыба. Тем не менее, несколько штук я уговорил. Порадовали нас и окуни, щучка, и даже микросудачок. Рабочее название приманки «Люкс», оно будет состоять из двух слов. Второе слово я, к сожалению, сказать не могу, потому что, по примеру прошлого года, когда вот я показывал приманку и просто говорил название, то сразу же люди путем логического вычисления какого-то пытались сделать нечто похожее. Мне, как производителю, не хочется открывать карты раньше времени. Я убежден, что многим рыболовам она понравится. Она давно очень просилась в свет. И я думаю, что во второй половине зимы, дорогие наши зрители, покупатели, вы обязательно сумеете с ней познакомиться. Сегодняшнюю рыбалку мы заканчиваем. На следующие выходные, наверное, уже будет лед. Если льда не будет, я обязательно еще раз выйду. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих выпусках. Рыбалка с Юрием Петрашем.